Синайский полуостров представляет собой зловещий треугольник смерти, намертво зажатый в гигантских тектонических тисках между африканским и азиатским континентами, омываемый двумя глубокими рукавами Красного моря — Суэцким заливом и заливом Акаба. Это не просто рядовое геологическое образование на карте мира, это настоящий шрам на лице нашей планеты. Монументальный мост между мирами, по которому на протяжении бесчисленных столетий маршировали армии, проходили пророки, искали спасения беженцы и рвались к власти великие завоеватели. Веками и тысячелетиями человечество взирало на эти опаленные солнцем горы исключительно через призму древних священных текстов, вчитываясь в строки Библии, Торы и Корана, изучая легенды о Моисее, о таинственном горящем кусте, о каменных скрижалях Завета и о чудесном избавлении народа. Мы видели лишь то, что подсознательно хотели видеть: суровую пустыню искупления, арену для эпической духовной борьбы и грандиозные декорации для божественного вмешательства в дела смертных. Но что, если на протяжении всего этого времени мы смотрели на Синай совершенно неправильно? Что, если наши глаза, безнадежно затуманенные верой, многовековыми традициями и излишней романтикой, нас попросту обманывали? Что, если эта безмолвная пустыня скрывает в своих недрах не божественные чудеса, а чудовищные преступления? Сегодня долгая эра догадок и теологических споров окончательно закончилась. Мы больше не вынуждены полагаться на сомнительные переводы полуислевших свитков или субъективные, полные экзальтации рассказы паломников. Сегодня в нашем распоряжении есть технологии, способные видеть сквозь твердый камень, сквозь толщи наносного песка и даже сквозь само время. Группа международных исследователей осуществила запуск над закрытыми зонами полуострова тяжелого дрона военного класса, который был оснащен лидаром, системой Light Detection and Ranging. Это не просто высокочувствительная камера, это мощный лазерный радар, который выстреливает миллионы световых импульсов в секунду, буквально раздевая окружающий ландшафт. Он безжалостно убирает слои наносного песка, игнорирует скудную растительность и обнажает истинную скелетную форму израненной земли. То, что операторы этого дрона увидели на своих мониторах в сверхвысоком разрешении, заставило опытных геофизиков, историков и военных экспертов побледнеть от шока. Данные, полученные беспристрастной машиной, не умеют лгать. Лидар не знает, что такое жалость, религия или политика, и эти данные поведали историю, которую мы все очень боялись услышать. Синай — это вовсе не просто пустыня для уединенной медитации одиноких пророков. Это гигантское, давно заброшенное кладбище имперских амбиций древности. Это место преступления поистине планетарного масштаба, где все улики сохранились в идеальном состоянии благодаря сухому и консервирующему климату. Дрон совершил пролет над плато, которое веками считалось абсолютно необитаемым, диким и пустым, и его датчики зафиксировали геометрическую аномалию, от которой буквально захватывает дух. Структуры. Строгие прямые углы, там, где по всем законам природы должен быть лишь хаос эрозии. Идеально параллельные линии, тянущиеся на многие километры, и тепловые сигнатуры, четко указывающие на глубокие искусственные пустоты, которых физически не должно существовать в монолитном граните. Мы привыкли представлять библейские времена как период мирных пастухов, легких шатров и простой размеренной жизни. Однако сканер показал нам нечто принципиально иное. Он продемонстрировал нам индустриальную машину, жестокую, тоталитарную, невероятно высокотехнологичную для своего времени и, в конечном счете, обреченную на гибель. Что же именно скрывает эта гора,
Почему могущественные египетские фараоны тратили бюджеты целых империй и отправляли десятки тысяч людей на верную смерть только ради того, чтобы контролировать этот удаленный, безводный и выжженный кусок земли? И самое главное, какая глобальная катастрофа заставила их бросить все в одно мгновение, оставив инструменты прямо в забоях и недостроенные храмы на произвол судьбы? Ответ на эти вопросы лежит не в области мистики и не в гневе мифических богов. Он скрыт в геологии, экономике и климатологии. И этот ответ пугает, потому что он зеркально, до самых мелких деталей, отражает наше собственное вероятное будущее. Мы начинаем снижение над красными скалами, входя в зону турбулентности истории, где каждый новый шаг может стать либо великим открытием, либо суровым приговором. Чтобы в полной мере осознать ошеломляющий масштаб этого открытия, необходимо сначала понять принцип работы инструмента, который его совершил. Лидар — это своего рода рентген для всей планеты. Установленный на дроне, он сканирует поверхность с невероятной плотностью до 500 точек на 1 квадратный метр, что позволяет создать цифровую модель рельефа, на которой отчетливо видны даже следы древних дорог, засыпанные многими метрами песка. Когда дрон поднялся над труднодоступным, изрезанным глубокими ущельями западным склоном Синайского хребта, операторы ожидали увидеть привычную картину — следы природной эрозии, вади, русла давно высохших рек и трещины тектонических разломов. Но алгоритм обработки данных внезапно начал подсвечивать красным цветом неестественные формы. Компьютер стал рисовать строгие параллельные линии и идеальные углы в 90 градусов, которые не встречаются в живой природе. Фундаменты, стены и дороги проступили там, где их быть не могло. На высоте 2000 метров, в зоне, которую историки всегда считали мертвой и абсолютно непригодной для жизни из-за ледяных ночей и полного отсутствия воды, лидар выявил сложную эшелонированную сеть укреплений. Это не были временные стоянки кочевников-бедуинов, наспех сложенные из камней для защиты от ветра. Это был капитальный инженерный периметр, жесткий военный объект. Стены толщиной в 2 метра были сложены из камня, подогнанного с таким мастерством, которое достойно строителей Великих пирамид. Сторожевые башни располагались по всем канонам военной фортификации таким образом, чтобы перекрывать перекрестным огнем лучников любой возможный подход к ущельям. Глядя на эту цифровую карту, мы начинаем понимать страшную вещь. Это не был маршрут паломников к святым местам и не торговый путь. Это была тюрьма. Это был настоящий концентрационный лагерь бронзового века размером с небольшую страну. Сканирование наглядно показало, что вся территория вокруг знаменитых месторождений Вади-Магара и Серабит-эль-Хадим была превращена в режимный объект строжайшего доступа. Это в корне меняет все наше представление об истории региона. Если здесь кто-то и проходил, то только в тяжелых кандалах или под конвоем элитного отряда меджаев, египетской полиции того времени. Дрон продолжил свой полет, следуя за невидимой с земли занесенной песком широкой дорогой, которая не петляла подобно тропам животных, а шла прямо, прорубая холмы. Эта дорога привела исследователей к эпицентру тайны, к месту, известному как Серабит-эль-Хадим. Здесь, на вершине плоского и продуваемого всеми ветрами плато, возвышающегося над пустыней подобно алтарю, сканер обнаружил колоссальные пустоты под землей. Это были шахты, но не хаотичные норы одиночек, а продуманная сложная инженерная система с вентиляционными колодцами, крепями из привозного ливанского кедра и галереями добычи, уходящими на десятки метров вглубь горы. Объемы извлеченной пустой породы, которые лидар позволил рассчитать с математической точностью, просто колоссальны. Это миллионы тонн камня. Современные расчеты доказывают, что здесь работали не сотни людей, как предполагалось ранее,
а десятки тысяч на протяжении многих веков, причем в условиях, абсолютно несовместимых с жизнью, без надежды на возвращение, под палящим солнцем и ударами плетей надсмотрщиков. Если разобраться в жестокой экономике этого места, становится ясно, что именно защищали эти циклопические стены. Зачем строить неприступный форт на краю мира, где нет ничего, кроме смерти? Ответ прост: бирюза и медь. В современном мире мы недооцениваем значение этих материалов, но в бронзовом веке медь была эквивалентом нефти, стратегическим ресурсом номер один. Без меди не существует бронзы, без бронзы нет оружия, способного пробить доспех, нет инструментов для тески камня пирамид, нет колесниц и, соответственно, нет империи. Египет, сверхдержава того времени, нуждался в Синае как в воздухе. Анализ мультиспектральных спутниковых снимков в инфракрасном диапазоне показал следы гигантских шлаковых отвалов, скрытых под песком, что подтверждает наличие здесь, прямо в пустыне, промышленных плавильных печей. Температура воздуха днем здесь достигает 45 градусов, а у печи — 1000 градусов. Люди работали здесь в ядовитых газах и пыли мышьяка, пока не падали замертво. Это был настоящий индустриальный ад, усугубляемый хроническим отсутствием воды. Дрон зафиксировал странные круглые структуры вокруг шахт. Это были огромные цистерны для сбора воды. Сканирование рельефа показало, что 4000 лет назад ландшафт был иным. Здесь шли регулярные сезонные дожди, росла акация и тамариск. Египтяне пришли в засыхающую саванну, которая умирала у них на глазах, и они выжимали из этой земли последние соки, зная, что климат меняется. Кто же были эти рабочие? Кости из захоронений вокруг шахт дают ответ. Это были не египтяне, а семиты, азиаты, пленные из Ханаана, предки тех, о ком говорит Библия. И здесь кроется самое шокирующее открытие. Величайшее изобретение человечества, фонетический алфавит, было создано не мудрецами в библиотеках, а умирающими рабами в этих медных шахтах. Дрон сделал 1000 снимков скал Серабит-эль-Хадим, на которых проступили грубые знаки, протосинайское письмо. Рабы не могли выучить 1000 сложных иероглифов, за знание которых их могли убить, и они взломали систему, использовав принцип акрофонии. Они взяли иероглиф головы быка, на их языке алеф, и стали использовать его для звука «а». Они взяли иероглиф дома, бет, для звука «б» и иероглиф воды, мем, для звука «м». Каждая буква, которую мы сегодня видим на экране, родилась из боли и молитв на этих скалах. Но почему они исчезли? Сканирование слоев осадочных пород показало, что около 1200 года до нашей эры наступила мегазасуха, климатический коллапс, который произошел мгновенно по геологическим меркам. Дожди прекратились, цистерны пересохли, а Египет, погрузившись в хаос и голод, перестал присылать караваны с продовольствием. Гарнизоны остались одни и погибли или ушли, оставив стены обрушиваться от ветра. Дрон также обнаружил на севере цепь погребенных фортов через каждые 15 километров. Это была линия Мажина древнего мира, контролировавшая миграцию. Это превращает историю исхода из прогулки по пустыне в прорыв через блокпосты и милитаризированную зону. Но Синай хранит и современные тайны. Магнитометры дрона нашли мощную аномалию, заваленный взрывом склад боеприпасов или бункер времен Шестидневной войны, напоминая, что эта земля впитывает войну как губка. Также были зафиксированы уникальные акустические эффекты в районе горы Джабаль-Муса. Горы работают как природный рупор, усиливая шепот снизу до громоподобного голоса на вершине, что дает физическое объяснение феномена божественного откровения. На окраине зоны сканирования дрон нашел поля оплавленного песка, следы мощного теплового удара,
вызванного, вероятно, воздушным взрывом метеорита, что могло стать основой легенд о Содоме и Гоморе. И, наконец, георадар обнаружил на глубине сотен метров гигантские резервуары ископаемой палеоводы, которая хранится там десятки тысяч лет. Это горькая ирония. Люди веками умирали здесь от жажды, не зная, что под их ногами плещется целое море. История Синая — это зеркало, в которое мы смотрим через объектив дрона, видя нашу собственную цивилизацию, стоящую на пороге климатических изменений и ресурсного истощения. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.